Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Сегодня мы продолжаем обсуждать Шримад Бхагаватам, песнь 1, глава 8, молитвы царицы Кунти. Прочтем санскрит сначала. Садхая тваджата шатрох свам раджьям китавайрхритам катай твасато раджнах качаспаршак шатауюшах. Садхай твам, совершив, аджата шатрох, не имевшего врагов, свам раджам, его царство, китавайх, хитроумными, Дурьоханы его приспешниками, хритам, захваченное, гхатаятва, убив, асатаха, бессовестных, раджнах, царицы, кача, волосами, спарша, грубо обошлись, кшата, уменьшила, аюшаха, продолжительность жизни. Итак, перевод и комментарий его божественной милости Абхай Чаранаравинды Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада ки джай. Ловкий Дурьодхана. Здесь перевод Шрила Прабхупада ловкий. В тексте говорится китавайх, хитроумный. Ловкий Дурьодхана и его приспешники хитростью захватили царство Юдхиштхиры, у которого не было врагов. Но по милости Господа справедливость была восстановлена, и бессовестные цари, вставшие на сторону Дурьодханы, были убиты им. Умерли и те, кто позволил себе грубо обойтись с волосами царицы Драупади, приблизив тем самым свою кончину. Комментарий. В те славные дни, предшествовавшие наступлению века Кали, брахманы, коровы, дети и старики всегда находились под должной защитой. Защита брахманов обеспечивает существование института варн и ашрамов, наиболее научно обоснованной цивилизации, позволяющей встать на путь духовного развития. Защита коров обеспечивает общество самой замечательной пищей – молоком, которое способствует развитию тонких тканей мозга, необходимых для постижения высшей цели жизни. Защита женщин поддерживает целомудрие общества, благодаря чему рождаются поколения людей, приносящие в общество мир, спокойствие и прогресс. 4. Защита детей предоставляет человеку максимальные возможности подготовиться к освобождению из материального рабства. Защита детей начинается с момента зачатия ребенка в процессе очистительного обряда Гарбадана, самскары, знаменующего начало чистой жизни. И 5. Это старики, находящиеся под защитой, получают возможность подготовиться к лучшей жизни после смерти. Вся эта система в противовес цивилизации рафинированных кошек и собак основана на принципах, ведущих общество к процветанию. Убийство этих невинных существ категорически запрещено, так как человек, даже просто оскорбивший их, сокращает свою жизнь. В век Кали они не имеют необходимой защиты, поэтому продолжительность жизни нынешнего поколения людей заметно сократилась. Вот в чем дело, оказывается. Вот. Итак, заметно сократилась. Век Кали, убийство этих невинных существ категорически запрещено. В век Кали они не имеют необходимой защиты, поэтому продолжительность жизни нынешнего поколения людей заметно сократилась. В Бхагавад-гите утверждается, что когда женщины не имеют надлежащей защиты, они лишаются целомудрия. И из-за этого на свет появляется нежелательное потомство, варна-санкара. Оскорбить целомудренную женщину значит сократить свою жизнь. Брат Дурьодханы Дукшасана нанес оскорбление Драупади.
которая была идеалом целомудренной женщины. И потому всех этих негодяев постигла безвременная смерть. Таковы лишь некоторые из вышеупомянутых строгих законов Бога. Прочтем благоприятные мантры, и после этого мы сможем разобрать более подробно этот замечательный стих, который очень актуален для нынешнего времени. И вот с позиции того, что в Кали-югу вот эта беда, она процветает, то есть отсутствие защиты женщин, коров, детей, стариков, браманов, просто ее нет. Нам нужно действительно подумать над тем, каким образом реально мы можем восстановить дхарму, да? Каким образом мы можем восстановить варнашрама дхарму, которую, собственно говоря, вот те 50%, которые Шрила Прабхупада оставил нам. Сейчас мы запустим еще трансляцию. Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милитам Йена Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Йена Бутале Сваям Рупам Кадамахьям Дадати Свападантикам Ванча Калпата Рупьясча Крипа Синдубья Эвача Патитанам Паванепьо Вайшнавепьо Намо Намаха Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Так, прочтем еще раз перевод. Ловкий Дурьодхана, Китавайх называется, Китавайх, хитроумный Китавайх. Ловкий Дурьодхана и его приспешники хитростью захватили царство Юдхиштхиры, у которого не было врагов. Аджата Шатрох, это человек, у которого нет врагов. Но по милости Господа справедливость была восстановлена, и бессовестные цари, вставшие на сторону Дурьодханы, были убиты им. Умерли и те, кто позволил себе грубо обойтись с волосами царицы Драупади, приблизив тем самым свою кончину. Шрила Прабхупада не просто так говорит здесь о 5 основных признаках общества варнашрамы. То есть, казалось бы, здесь разбирается частный случай, когда была нарушена дхарма хитроумным Дурьодханой и его приспешниками. Но на самом деле это глобальное изменение, глобальная катастрофа надвигалась, и Дурьодхана, как воплощение Кали, он уже в этом воплощении частично вошел в мир. Сам даже не сознавая того, мы знаем из Махабхараты, что сам Дурьодхана не знал еще своей миссии. И ачарьи называют его воплощением Кали. Кали еще не ступил на эту землю, потому что Кришна был на этой планете. И сам Кали в полном своем, со всеми своими атрибутами, он не мог еще поступить на эту землю. Более того, мы знаем эту историю, когда Кали пришел к Кришне и сказал, что Кришна, но уже Кали-юга и так задерживается. Множество живых существ ждут, вот этих хитроумных живых существ, они ждут уже, чтобы воплотиться здесь. Что делать? И Кришна пообещал уйти. Но при этом Кали это не устроило. Кали сказал, ну как же так? Как же ты столько тут натворил, поубивал всех демонов, можно сказать, установил правила предписания, религию, дхарму установил. Здесь говорится, что благодаря Господу каждый из них был наказан. Каждый абсолютно. Законы Господа, они неприложимы, вернее, они непререкаемы. Они исполняются всегда, в отличие от законов государства. Если законы государства могут быть несовершенны, то законов Бога никто не сможет избежать. Это факт. И здесь говорится, что благодаря Господу, то есть не благодаря клятве Пхимы, не благодаря усилиям Арджуны, благодаря Господу и тем законам, которые Он установил.
И эти законы Варнашамы, они как раз гласят о том, что тот, кто нарушает эти законы, тот, кто не заботится и не защищает женщин, тот, кто не защищает детей, тот, кто не защищает стариков, браманов и коров, они сокращают свою жизнь. И если мы посмотрим на этот мир, мы увидим, что из положенных 100 лет люди живут гораздо меньше. Потому что в этом мире фактически отсутствует напрочь защита вот этих пяти категорий. Например, защита браманов. Люди даже не знают, что такое браманы. Современные браманы, так называемый интеллектуальный класс, это ученые. Ученые, которые, собственно говоря, должны быть вот этой головой. Но представьте, если голова не в порядке, браманов сравнивают с головой шастры. Если голова не в порядке, если браман превращается, или вот ученый, так называемый ученый, представитель интеллектуального класса, становится марионеткой в руках кшатрия, если он работает за деньги и обеспечивает бизнес даже уже не в руках кшатриев, в руках вайшьев фактически, да? Потому что современная наука, посмотрите, чем она занята. Она занята воплощением последних так называемых новых технологий, там, нанотехнологий и так далее. Для чего? Для того, чтобы улучшить жизнь людей, чтобы восстановить дхарму. Неужели ученые учат людей о том, как следовать дхарме, как защищать эти 5 категорий людей? Нет. Они как проститутки просто обслуживают вайший бизнес, высокий бизнес. Потому что на тех изобретениях, которые делают сейчас ученые, огромные группы ученых, да, там наноцентры, огромные центры там в Силиконовой долине, или у нас это, я уже забыл, как это называется, не суть важно, они обслуживают интересы высшего класса, вернее, высшего, так сказать, в обществе отсутствия браманов класса, то есть кшатриев государства, руководителей, лидеров государства, и в большей степени, даже не в меньшей степени кшатриев, а в большей степени бизнес, да, потому что на этом делаются огромные деньги, огромнейшие деньги просто. И если говорить, допустим, даже о каких-то советниках, да, вот у современных президентов есть определенные советники, которые, как бы должны исполнять роль браманов, роль советников, роль, давать мудрость. Но посмотрите, что они советуют. Они советуют такие вещи, которые приводят к еще большим и большей деградации общества. Изобретение атомной бомбы, да, и сколько бы ни говорили о мирном атоме, никакого, так сказать, мирного атома не существует. Даже когда он мирный, он там, где-то там или иначе, он взрывается и приносит большие беды в мир. Экология, посмотрите, эти все радиоактивные останки, их хоронят просто в океане. Поэтому Кали-юга набирает ход, и защита браманов, с одной стороны, люди не знают, кто такие браманы. С другой стороны, тот класс даже жрецов, или, скажем так, священнослужителей, которые, если взять, так сказать, основное наше, так сказать, так и хочется сказать, господствующую религию, наверное, это нормально, это не обидно, господствующую, основную религию, или, как говорят представителей 4 основных религий в России, священнослужитель, это уже записано в трудовой книжке, это уже должность. Это уже должность. Священнослужитель – это запись в трудовой книжке. И если священнослужитель получает зарплату, с этого начинается деградация браманов. Браманы никогда не получают зарплату. И что же такое защита браманов? Сейчас, благодаря Шриле Прабхупаде, в это общество были обучены, многие были обучены вот этой культуре браманизма, да, браманы. Браманы – это безупречные люди. Это люди, обладающие такими качествами, как терпение, правдивость, аскетизм, чистота, милосердие и многие другие. Шрила Прабхупада создал такой класс, он еще небольшой, но уже эти люди, эти белые слоны Шрилы Прабхупады, они уже пытаются восстановить, проповедуют санатану дхарму и пытаются восстановить варнашаму дхарму по всему миру. Как же поддерживать браманов? В чем же осуществляется, вернее, каким образом поддерживать браманов? Браман, поскольку он лицо независимое, он не может, не то что не может, ему в каких-то крайних случаях ему даже разрешается работать, чтобы содержать свою семью и так далее. Но в нормальном, цивилизованном обществе, хотя бы в обществе сознания Кришны, браманы не должны работать. Браманы должны заниматься самоосознанием и потом все это давать грехастхам, давать всем социальным слоям общества. Они должны
давать советы о правильной жизни, о праведной жизни царям, лидерам общества, лидерам на всех уровнях. Они не должны работать, они должны поддерживаться обществом. Именно обществом. Но у нас нет культуры даны, да, нет культуры пожертвований, нет культуры еще в том объеме, за исключением, конечно, общества сознания Кришны, каких-то вот гауди-вайшнавских направлений. Там есть ценность брамана, ценность отреченного человека, но весь остальной мир, он крипана, он даже не может понять, что у него, кто есть кто брамана, кто крипана. Но мы, те люди, которые умеем отличать крипану от брамана, мы должны жертвовать браманом. Если перед нами человек просто, со шнуром, это еще не браман. Он может быть крипаной. Если он не делится знанием, если он не проповедует славу святого имени, если он не распространяет движение санкиртана, это просто крипана. Крипана, который, как говорил Шрила Прабхупада, и как в 12-й песне Шримад Бхагаватам пишется, что в Кали-югу просто один шнур будет уже говорить о положении. Саттва харам, Кали крадет суть, оставляет лишь внешнюю форму. И Шрила Прабхупада говорит, достаточно одеть просто шнур, который не стоит несколько пайсов, чтобы тебе уже выражали почтение, давали пожертвования. Но это в Индии. В Индии еще почитают браманов и дают. Тем не менее, культура браманов приходит в упадок. Шрила Прабхупада, организовав общество сознания Кришны, стал восстанавливать. И защита браманов заключается в их поддержании, их жизни. Именно. Второе, защита коров. И Шрила Прабхупада говорит, что защита коров, она обеспечивает общество самой замечательной пищей, молоком. И причем не просто молоком, молоко ахимса. Именно молоко ахимса очищает тонкие ткани головного мозга, которое позволяет, очищение этих тонких тканей головного мозга позволяет осознать духовные истины. Кроме того, люди, которые нарушают этот принцип защиты коров, точно так же сокращают свою жизнь. И мы видим, это делается с помощью материальной природы. Холестерин, повышенный холестерин, сердечно-сосудистые заболевания, инсульты. Это все следствие преобладания животного холестерина, да, этих жиров и так далее, животных жиров в организме, цирроз печени и так далее, и так далее. И люди сокращают намеренно, фактически, не понимая того, сами сокращают свою жизнь через влияние природы просто. Не говоря уже о том, что есть еще и эзотерический аспект этого всего. Они сокращают, потому что это нарушение закона Бога. Нарушение закона Бога сокращает жизнь, свободную жизнь, то есть в этом теле. Но это не значит, что человек прекращает, то есть душа или тонкое тело в этот момент переселяется в другое тело. Ничего подобного. Люди, нарушающие законы Бога, нарушающие все эти пять критериев, они сокращают свою жизнь и потом дохаживают свой отпущенный срок, дохаживают в теле привидений. Не свободны от не обретая новое рождение. Поэтому это самая страшная вещь, ужасная вещь. Поэтому защита коров. Если люди перестанут есть мясо, это будет достаточно, чтобы сказать, что этот принцип милосердия уже соблюден. Перестанут есть мясо, потому что и те, кто едят мясо, и те, кто являются заказчиками, и те, кто доставляет это мясо, и те, кто покупает это мясо, и те, кто убивает коров, и даже те, кто выращивает этих коров, да, и потом отдает на бойню, все они разделяют между собой эту ви-карму или угра-карму и отправляются в ад на долгие-долгие годы. Это проблема. Поэтому защита коров. Сейчас мы всячески должны поддерживать людей, которые занимаются этим благородным делом, защитой коров. Итак, защита браманов – это дана. Это нужно поддерживать их пожертвованиями, чтобы они могли погрузиться в самоосознание и потом делиться с нами этими реализациями. Поддержание коров заключается в том, что мы можем проповедовать принцип ахимсы, вегетарианскую культуру, прасаду, культ чистой пищи. Да? Чистой пищи, мы должны говорить о чистой пище обязательно. Браман – это чистый звук. От брамана мы получаем чистый звук. Лишь 3 вещи спасут этот мир. 3 вещи – это чистая пища, чистый звук и чистая любовь. И браман – это чистый звук, воплощение чистого звука. Шабда браман. Да? Через них браман, шабда браман приходит к нам. Поэтому мы должны защищать браманов. Защита коров. Это принцип чистой пищи и чистого сознания. Да? Чистая пища приводит к чистому сознанию. Как говорил Шрила Прабхупада,
Пища освященная, пища, она очищает тонкие ткани головного мозга, что приводит человека к сознанию Кришны, которого так не хватает в современном мире. Третье, защита женщин. Шрила Прабхупада говорит, защита женщин подразумевает целомудрие общества, поддерживает целомудрие общества, благодаря чему рождаются поколения людей, приносящие в общество мир, спокойствие и прогресс. Арджуна, когда приводил аргументы, то есть его слова были верны, его мотив был неправильный, да, но слова его были верны. Когда он приводил очень понятную логику, когда старшие убиваются, да, то есть когда не будет старших, то некому будет оказать покровительство женщинам, защиту женщинам. Из-за того, что женщина будет без покровительства, без защиты останется, в мир придет Варна Санкара, он говорил. То есть она будет деградировать. Без защиты женщина начинает деградировать. Мы знаем, что в системе Варнашрам женщина всегда остается под защитой. Либо сначала отца, старших братьев, если отец уже ушел, потом мужа, и потом своих старших сыновей. То есть никогда женщина не остается без защиты. И причина тому проста. Просто женщина, она в 9 раз чувственнее, чем мужчина. У нее другое мировосприятие. И мировосприятие мужчины совершенно другое. Поэтому мужчины, они защищают женщины и от самих себя, и от других мужчин в первую очередь. Также они, в данном случае, почему была нарушена дхарма, как здесь говорится в стихе, потому что был, так сказать, нарушен этот принцип. И мужья, 5 мужей Друпади, они ничего не смогли сделать. Находясь в тисках вот этой свадхармы, каких-то второстепенных обетов или принципов игры или еще что-то, был нарушен основной, ключевой принцип санатана дхармы, защита женщин. И именно с этого началась деградация. Именно с этого вошла, так сказать, Кали вошел, так сказать, в этот мир фактически. С этого началось унижение женщин и как бы отсутствие защиты женщин. Вот этот феминизм и эмансипация, да, это уловки мужчин, которые придумали это для того, чтобы снять с себя ответственность, чтобы дать равные права женщине. Защита женщин, конечно же, начинается прежде всего с воспитания. Но в обществе сейчас нет достойных учителей, которые могли бы привить это качество целомудрия. Девочка рождается уже целомудренной, как заряженная батарейка полностью. И само общество потом разряжает ее, да, то есть общаясь, как можно, так сказать, меньше должно быть такого общения вовне, гаджеты и так далее. Потому что те принципы, те культурные устои, те морально-этические нормы, которые сейчас царят в обществе, они приводят молодых девушек, фактически в сознание проститутки. И ценностью для молодой девушки является уже как можно больше внимания обратить на себя. Она видит, как действует мама, она видит, как действует бабушка, она видит, как действуют другие женщины в обществе. И она снимает этот слепок. Поэтому первое, что должно привить, это хорошие привычки. Матери, особенно мамы, да, они должны хорошие привычки привить. Сам мужчина, он должен защищать. То есть, если мы говорим просто об отце, к примеру, он должен защищать старшие братья, защищать от влияния других мужчин. Это очень, очень изборочно. Женщина не могла в ведические времена просто взять себе и выбрать мужа. Это было не так. То есть выбирались великие, да, если уже проводилось даже специальные состязания, то выбирались лучшие из лучших таким образом. Но сейчас это так называемый брак по любви, так называемый, или брак по влюбленности, а еще правильнее сказать, брак по вожделению, да, на основе каких-то вторичных внешних признаков, он, конечно, рушит все. И прежде всего, конечно же, на уровне общества должна быть восстановлена вот эта культура, когда на женщину смотрят, на любую женщину мужчина смотрит как на свою мать, как на свою мать. Как однажды Юдхиштхире задали вопрос, испытываешь ли, потому что в те времена женщины, они старели, практически не старели, они сохраняли всегда молодость. Его спросили, испытываешь ли ты вожделение к своей матери? Он сказал, да. И когда ему задали следующий вопрос, что ты с этим делаешь? Он ответил, ничто, ничего.
Но мы не умеем делать, мы не умеем контролировать вожделение. Вот в чем проблема. И поэтому попадаем в порочный круг. Привязанность рождает, то есть созерцание объектов чувств рождает привязанность, привязанность рождает вожделение, вожделение порождает гнев и так далее. Поэтому в западных странах, в восточных странах ничего не нашли, так сказать, более вот, действенного, как просто одеть паранджу. Это да, это действенная вещь. Когда нет культуры восприятия любой женщины, кроме своей жены, как мать, то все, что остается сделать, это паранджа. Паранджа, и это своеобразная защита, может быть, в гуне невежества или в гуне страсти. Паранджа. Хотя мужчины, восточные люди, видя паранджу, у них еще больше разгорается воображение. Они видят, идет женщина в парандже, еще больше разгорается воображение, поэтому женщин просто с недавних пор перестали пускать в мечети. Ну, вернее, какое-то время, там, я не знаю, может быть, сейчас уже изменилось что-то, но их просто не пускали в мечети. А скажем, в синагогах женщин отправляют на второй этаж просто, чтобы мужчины не могли поднимать голову. В православных храмах женщины стараются стоять поотдаль, мужчины впереди, женщины поодаль, с покрытой головой и так далее. В традиции, в разных течениях индуизма, в гаудия-вайшнавизме, женщины стоят всегда за спиной мужчин, всегда за спиной мужчин. Нет такого, это защита женщин и мужчин в том числе. Что ум должен быть сосредоточен на Боге, на воспевании, на проповеди, на шраванам, обязательно. Вот. Но в современном обществе, и вот в том числе в нашем обществе, да, в Международном обществе сознания Кришны, Прабхупада увидел, что это крайне сложно сделать. Вот эта эмансипация, она проникла очень глубоко, и поэтому он сказал, хорошо, хотя бы просто стойте справа, мужчины слева, матаджи справа, просто разделение хотя бы должно быть какое-то, уступка. Но изначально это делается только с целью защиты женщины. Потому что женщина, если она не защищена, ее ум обеспокоен, и в 9 раз ее ум смотрит, так сказать, более беспокойно на все вещи, на все окружающие вещи. Если ум женщины неспокоен, она обеспокоит весь мир. Она обеспокоит мужа, обеспокоит детей, обеспокоит родителей, обеспокоит соседей, всех обеспокоит. Просто. Это будет что-то невыносимое. Она должна быть под защитой. И четвертое, защита детей. Шрила Прабхупада говорит, она предоставляет человеку максимальные возможности подготовиться к освобождению из материального рабства. Путра. На санскрите путра означает это тот, сын, да, тот, кто освобождает отца от адских мук. В Кали-югу не секрет, 99,9% идут в ад. Просто идут в ад и только путра, да, только поднося пинту, молясь за ушедших, так сказать, совершая определенные ритуалы, он вызволяет отца из ада. Поэтому это первый аспект. И Шрила Прабхупада говорит, что забота о детях начинается до зачатия. До зачатия. Использование любых прозачаточных, противозачаточных средств – это фактически нарушение этого принципа. Фактически это уже убийство, Шрила Прабхупада говорит. И дальше убийство в чреве матери. Это стало нормой просто для современного общества. И, знаете, Паддети, так сказать, Кали, он очень хорошо, так сказать, обставляет этот процесс. Это не убийство ребенка, это просто удаление плоти. Удаление плоти, даже не говорят сейчас аборт уже, знаете, или прерывание беременности, сейчас говорят удаление плоти. Удаление части плоти какой-то, да, то есть еще как бы ребенок неосознан. Вот. Но говорится, что на 3-й день уже сердцебиение можно прослушать. Это уже живое существо. Даже с позиции материальной науки это уже живое существо. Возможно, еще не в полной мере самосознавшее себя, или не в полной мере как бы разумное, но это уже живое существо. Это тоже убийство. И это убийство сокращает жизнь женщины, сокращает жизнь тех, кто потворствовал этому, кто молчал этому, тех, кто подтолкнул к этому. Как говорится здесь Шрила Прабхупада, потому что это нарушение закона Бога, нарушение дharмы. Дальше, когда ребенок подрастает, родители должны дать ему должное образование. В этом заключается защита детей. Защитить его от эмоционального насилия, от психологического насилия, не только от физического насилия. Не только от физического насилия. Мы не должны пренебрегать своими детьми, мы должны не просто сдать его куда-то в гурукулу, с гаджетом в соседнюю комнату в детскую во время программы, или я не знаю,
каким-то знакомым родственникам. Нет, мы должны вложить в него все то, что мы хотели бы, вот, чтобы созрело в нем. Да? То есть то семя Бхакти-лата биджу, которое в результате вырастет и сделает его благодарным потомком, который сможет не отдать нас в дом престарелых, как бы, не уйти, так сказать, забыв про своих родителей, а который сможет следовать по стопам своих родителей. И нам, конечно же, как преданным Бога, нам интересно, чтобы наши дети становились преданными. Не вкладывая в образование детей, мы не сможем получить тот результат. Не заложив в них определенный вкус к воспеванию святого имени, к поклонению Богу, к слушанию священных писаний, к посещению программ, мы не сможем, так сказать, влиять на процесс их становления, потому что майя вокруг, Кали-юга, вот этот социум, он сделает из них тех, кого сделал в свое время из нас, еще до сознания Кришны. Не может быть такого, что автоматически, генетически он станет преданным. Мадхун Махан как-то пошутил, очень хорошую фразу сказал. Он сказал: сознание Кришны не распространяется половым способом. То есть просто зачать ребенка, это не значит сделать его преданным. Зачать ребенка — это лишь гарбадан самскара, да? И мы знаем, что многие дети преданных, которые были зачаты, так сказать, 50-круговые так называемые дети, многие сошли с этого пути. Почему? Потому что не было достаточного вложения и защиты детей, именно образования, дать образование. Прежде всего, нас никто не учил, что мы не есть это тело. Нужно дать им понимание, что дух и материя раздельны, что дух и материя — это разные вещи. И дальше, конечно же, привить, прежде всего, общечеловеческие нормы. Те же самые милосердие, аскетизм, чистота, правдивость. Это основа. Путь насильно мил не будешь. Да? Путь дхармы он выберет сам. Но он будет, прежде всего, наша защита будет не в том, чтобы заставить их следовать пути дхармы или следовать тем путем, которым следовали мы, а для того, чтобы развить с ним отношения, потому что преданным становится только через отношения. Мы должны дать ему заботу и любовь. Любовь и личный пример, ачар, а он пусть выберет. И ребенок всегда будет выбирать пример, он всегда будет выбирать отношения, он всегда будет выбирать некую эмоциональную составляющую, то, что ему дает какую-то эмоциональную подпитку. Потому что дети эмоционально не защищены. Если мы на них давим, они будут делать то, что мы их заставим. Но рано или поздно, когда они уже перестанут зависеть от нас, они перестанут это делать. Не так и не развив вкус к чистому преданному служению. Итак, защита детей и защита стариков, Шрила Прабхупада говорит здесь, защита стариков, старики, находящиеся под защитой, получают возможность подготовиться к лучшей жизни после смерти. Если сейчас мы не сможем позаботиться о тех, кто уже вошел в этот процесс старения, умирания и болезни, когда фактически невозможно уже никоим образом изменить, да, говорят, Горбатова могила исправит. Уже все, уже сформировавшийся тип тела, сформировавшаяся карма, мировоззрение. Что делать в этом случае? Как помочь этим старикам? Однажды на днях Индии мы были свидетелем удивительного, с одной стороны, удивительного в не очень таком хорошем понимании смысла слова. По-моему, последний день, вот Дни Индии, это в ДК Воровского состоялись. Нам сказали: быстрее собирайтесь, в 6 часов здесь начнется дискотека. Ну, что делать? Мы начали собираться, конечно, все, собрали книги, просад, собрали все, так сказать, целая выставка была. И очень быстро она начала сворачиваться. Почему? Потому что 6 часов будет дискотека. Интересно, неужели еще проводятся дискотеки, подумали мы. Каково же было наше удивление, когда это была дискотека для тех, кому за 70. То есть пришли старики. И эти старики, это было жалкое зрелище. Это было настолько жалкое зрелище. Они улыбались, они стреляли глазами, как молодые люди. Они искали себе пару. Они присоединялись, танцевали, улыбаясь друг другу. Стоя на пороге смерти, ужасная картина у одного старичка, лет, наверное, 85. У него была полностью рука синяя, полностью. Она была обездвижена. И также он продолжал стрелять, знаете, глазами вот по этим бабушкам и пытался танцевать сначала один, к нему никто не подходил. А у какого-то старичка было много бабушек вокруг. Удивительная вещь. Даже в таком возрасте можно, так сказать, каким-то образом еще, знаете, различать что-то. И страдать даже от того, что у кого-то, видите, большая компания, у кого-то не очень большая компания.
Как им помочь? Можно сказать, как им помочь? В чем наш долг? Вряд ли они примут сознание Кришны. Как одна, даже не очень пожилая моя знакомая, она сказала, сознание Кришны это здорово, но для меня это уже достаточно поздно. Для меня это уже поздно, поэтому как бы, ты побереги свои силы, в общем-то, для других. Идея была в этом. Мы можем кормить их освященной пищей. Это будет наша защита стариков. Защита стариков в глобальном смысле этого слова позволяет, во-первых, помочь им без, ну так сказать, без лишних каких-то беспокойств подготовиться к смерти. И это позволяет нам, как детям, позволяет нам, так сказать, обрести определенную пунью, благочестие, которое, конечно же, повлияет на то, сможем ли мы, если мы еще не встали на путь преданности Богу, встать на этот путь или нет. И вот защита стариков с точки зрения современной, это может быть кормление просадом, кормление освященной пищей, чистая пища. С нашей стороны это будет проявление чистой любви на самом деле, вот такое бескорыстное служение обществу. Таким образом, защита браманов – это восстановление принципа чистого звука, который может изменить мир. Защита коров – это восстановление принципа ахимсы, чистой пищи, которая позволит также очистить сознание людей. Защита женщин, защита детей и защита стариков – это есть не что иное, как развитие принципа чистой любви, чистой бескорыстной любви Богу. Потому что Бог устанавливает эти правила и предписания для нас с одной лишь целью, для того, чтобы, следуя этим законам, поддерживать существование варнашрамы дхармы. То есть, другими словами, нам не нужно ждать до тех пор, пока каким-то образом сверху, от президента, так сказать, он вдруг станет преданным и он скажет, что все, с завтрашнего дня мы строим варнашраму дхарму. Да, вот предписанные обязанности для этих, и конституционно закрепит эти обязанности. Нет. На тонком уровне мы должны начать восстанавливать варнашрам уже сейчас. И это забота об этих 5 классах общества. Таким образом, варнашрама дхарма потихонечку будет восстанавливаться в нашем уме, в нашем сердце. Потом она перейдет в культуру, и потом эта культура, она будет закреплена в законах государства. То есть начинается все с тонкого, в данном случае будет начинаться все с тонкого уровня. Из наших сердец мы будем формировать эту культуру своим поведением, своим ачаром, своей любовью, можно сказать, да, своими поступками. Мы будем формировать эту культуру, и люди будут следовать, как говорит в Бхагавад-гите Кришна, они будут следовать, обязательно следовать за тем, что им понравится, за тем, что откликнется в их сердце. Кто-то с ними обошелся так, ну не обошелся, скажем так, кто-то к ним так отнесся, и они начнут относиться к другим. Таким образом, постепенно будет восстанавливаться дайви варнашрама, общество, в котором будет процветать мир, любовь, доверие и процветание. Это если кратко. Давайте обсудим. Есть ли какие-то вопросы? Дополнения, замечания, предложения? Осмысление идет, процесс осмысления, я понял. Хари Кришна, есть вопрос. Да, Хари Кришна, Эканта Симхалакшми, пожалуйста. Уточнить, правильно ли я поняла? Вот когда вы сказали, что человек сокращает свою жизнь, когда он не заботится там, вот эта категория, когда не заботится там о женщинах, разные у него там поводы, как он сокращает, и это что имеется в виду? То есть ему же там сколько-то отмерено здесь на планете, правильно я понимаю, что он потом будет как привидение тут дохаживать? То есть он может тело свое оставить раньше, а потом еще как привидение дохаживать столько, сколько ему положено тут ходить, на земле на этой находиться. Или это не так? Неправильно понял. Да, вы правильно поняли. Вот. Отмерено человеку 100 лет, всем отмерено 100 лет. Если человек оставляет тело, считаясь огромным долгожителем, 85, это означает, что 15 лет он проведет как привидение. Все, других вариантов нет. Есть исключение, есть милость. Исключение – это милость. То есть, те, кто следует по пути преданности, бхакти-йоги, да, люди не только в традиции бхакти, да, но
принципе по пути бхакти-йоги, там есть милость определенная. Они уходят по другим законам. Там уже а-карма, вернее, или Кришна-карма, божественная карма. Вот. Поэтому все, кто живет во грехе, они будут дохаживать как привидения. И лишь молитвы преданных могут спасти их от этого. Молитвы преданных, они могут прервать этот цикл дохаживания в тонком теле. Потому что законы Бога, они очень серьезны. Но милость Бога выше. Окей. Да, еще? Спасибо. Еще какие-то вопросы? Смелее преданные. Тема очень актуальная. А вот можно спросить, что было бы, если бы пандавы отказались играть? Ну, когда, часто вот вспоминают вот эту ситуацию. Я вот просто, когда даже фильм смотрела, я думала, ну почему они не отказались? Ну, да, там вроде как какие-то... Они якобы не могли отказаться. А почему? Как говорится, если бы пандавы не отказались, была бы вообще рассказана Бхагавад-гита или не была бы, интересно? Как вы считаете, была бы рассказана? Если бы они вдруг, отказались, была бы рассказана Бхагавад-гита? Не, мне просто интересно самому, как вы считаете? Как вот другие преданные считают? Была бы она рассказана или нет? Вот пандавы отказались бы, вот взяли и отказались. Какие? Ну да, тогда бы не было этой истории, как что тогда уже началось унижение женщины. Вот. Ну и что вот так вот люди повели себя, тот же Бишма, те же пандавы. Ну, то есть ответ такой, что если бы пандавы если бы они отказались, то Бхагавад-гита не была бы рассказана. Ваше мнение такое, да? Нет, она бы была, может быть, без этой истории, но тогда, может быть, другая была бы. Как есть похожий вопрос, да, задают, например, а если бы Арджуна не испугался, да, если бы Арджуна не испугался, была бы рассказана Бхагавад-гита, да, то есть и так далее. Игры Кришны, когда он приходит в этот мир материальный, игры Кришны непостижимы просто. Смотрите, он такой продюсер, такой режиссер, он устраивает все. С одной стороны, можно сказать, что, и мы вчера как раз с Гур Кришной Прабху задали этот вопрос ему, да, что как различить Маха-майю и Йога-майю, да, каким образом различить. И в данном случае, поскольку это лила, и поскольку в этой лиле принимают участие чистые преданные, да, вечные спутники Господа, то очевидно, что там не обошлось без йога-майи. Не обошлось без йога-майи. Вот. Но сюжет развивался, он, знаете, как сюжет во время того, как Господь приходит в этот мир. Да, сюжет всегда развивается по-разному. То есть, несмотря на то, что вся его игра, она уже предсказана, да, написана в шастрах, несмотря на это, сюжет развивается всегда по-разному. Результат один и тот же. Вот. Но сюжет может быть разный. Поэтому, если бы они вдруг отказались, такое возможно было. Да, они отказались, к примеру. Но тогда что-то бы Кришна придумал еще. Возникла бы еще какая-то ситуация и так далее. Потому что сюжетная линия. Здесь и кто бы не принял какое-то решение, результат должен быть один. И это такова сюжетная линия. Мы знаем, что есть несколько видов, там Рамаяна, она такая, сякая рассказывает. Есть описание пришествия Будды, когда там бороздят космические корабли. То есть внешняя обстановка и внешние обстоятельства могут быть разными. Но когда происходят вот такие лилы, как сражение, да, если разобрать подтекст, например, сражение, Кришна сражается с Хираньякашипу, да, там целая вселенная дрожит от этого Хираньякашипу, и не по-шуточному дрожит, на самом деле дрожит. Стоило только ему бровью повести, и уже проблемы возникали, да, во вселенной.
И тем не менее, мы же знаем, если это разобрать, как бы вот чуть-чуть назад, дальше отойти в Бхагаватам, мы увидим, что это чистые преданные, вечные спутники Джая Виджая, которые играли роль демонов. И когда они играли роль демонов, знаете, они сражались не понарошку. Да? Это не то, чтобы вот президент страны приходит в борцовский клуб, да, там, самбистов, и вдруг там раз, и чемпиона мира, бац, и положил на лопатки, к примеру, да. Ну, может быть, там такая сила есть, я не буду говорить. Но, как правило, зачастую есть вот определенные постановочные вещи, пиар и так далее. Мы не будем ничего утверждать, но смысл в том, что у Кришны не так. У Кришны все по-настоящему. У него ничего нет понарошку. Даже он пугается по-настоящему. Даже он пугается по-настоящему. Вот, когда мама Ишода его связывает. Поэтому здесь все было по-настоящему, и неважно, приняли бы они решение сражаться или не там, сражаться, не сражаться. Помните, когда Арджуна сказал, я не буду сражаться? Он говорит, да можешь не сражаться, они уже все убиты. Чего ты, кого ты можешь убить вообще? То есть результат уже есть, все. Это знаете как, есть старт и есть финиш. А дальше программирование в рамках определенного коридора, знаете, программа запускается, Кришна сказал, вот так должно быть. И йога-майя действует на результат, но с таким сюжетом, знаете, вот результат должен быть таким, голливудским, да, там наши победили, к примеру. Вот. А дальше сюжетная линия может развиваться вправо, влево, туда-сюда и так далее. И на примере пандавов, смотрите, весь мир увидел и узнал, как может даже следование, внешнее следование долгу, как может приводить, какие деструктивным последствиям может приводить это, понимаете? Вот. Поэтому, наверное, они не могли отказаться. Но если бы они отказались, Кришна бы что-то еще, так сказать, придумал, потому что это лила. И кто еще, кроме чистых преданных, сможет сыграть эту роль, сыграть в полном смысле этого слова, да? И как бы потом не противоставить, не говорить, знаете, вы из Шримад Бхагаватам только вот эту нашу, так сказать, темную сторону исключите, пожалуйста, да, из Шримад Бхагаватам, да, уберите, пожалуйста, что мы там лоханулись, там, чтобы не защитили Друпади, что мы там вот проиграли, что нас так серьезно развели, как лохов последних, простите за жаргон, вот, я утрирую просто, это чистые преданные. Даже Шива, когда в присутствии Парвати привлекся Махини Мурти, он потом ни в коем случае не сожалел. И мы в Бхагаватам читаем об этом, понимаете? Фактически, с точки зрения, внешний такой позор. Махадева, как вообще? Но это не позор, это его слава. Тем самым он прославил Господа. И он был просто в удивительном таком состоянии. Говорит, вот это да, я, Тхира, да, на которого медитируют все тхиры вообще, все аскеты медитируют. Я не смог сдержаться в присутствии своей жены. О, Господь, как ты велик вообще. Представляете, да? Там поднял руку Ишода Кишор Прабху, пожалуйста, да, задайте вопрос. Да? Чуть-чуть громче, я думаю, что не... У вас что-то с микрофоном, он фонит, по-моему. Идет гул. Я сейчас попробую поближе поставить. Вот сейчас лучше слышно. Но гул, опять гул, прорывается гул. Там какой-то, вот вы нажали, и гула не было. Вот сейчас нет гула. А вот вы что-то руку там положили. Преданные, скажите, только у меня гул или у всех? Вот сейчас гула нет. Опять гул. Я тоже слышу. Да, идет гул, просто он не очень хорошо воспринимать будет вопрос. Вот попробуйте, вы что-то сделали, и гул пропал. Вот. Может быть, зарядку вытащить, не знаю, что. Попробуйте, да. Нет, все равно. Все равно, да? Ну давайте попробуйте, мы попробуем, а потом микрофон отключите. Задайте вопрос. Я хотел спросить такой момент, уточнить для себя. По поводу, вы сказали то, что забота, да, как Прабхупада, он объяснил в комментарии, то есть о 5 видах общества, да, живых существ. Я хотел уточнить, иногда сложно бывает там с родственниками, там где-то еще с какими, просто даже помочь, скажем так, элементарно даже какому-то пожилому человеку на улице. Например, у меня такой был случай, я шел с электрички отца навестить, и навстречу женщина с 2 тяжелыми сумками. Она спрашивает, что-то она меня спросила про эту электричку, а через сколько она поедет? Я говорю, там минут через 10. И когда мы уже с ней
проходили мимо друг друга навстречу, я говорю, давайте я вам помогу. Она прям так, то есть покрепче сжала сумки, как бы, не надо, у меня, говорит, денег нету, я говорю, я без денег вам помогу, как бы просто вот, я вижу, то есть вам тяжело. Она, не надо, то есть денег нету, то есть, ну, понятно, что это дело не в деньгах, а просто определенное недоверие, то есть, и я хотел спросить, то есть, вот сложно бывает даже вот с родственниками порой даже, да, то есть как бы практически всю жизнь прожили вместе, да, и все равно тоже не может быть доверия, да. Но я заметил такую вещь, что вот этот момент проще как-то с преданными отрабатывать, что вот можно с преданными как-то восстанавливать какие-то отношения, как-то, не знаю, в себе вырабатывать какие-то привычки, какие-то качества, то есть какие-то, да, манеры действия, да, что просто помогать. И с преданными проще контактировать, то есть это, как сказать, я хотел уточнить, то есть вот это нормально, то есть, ну, потому что, ну, вот иногда вот действительно вот идешь и, ну, вот элементарно, ну, вот не возникает какого-то желания помочь человеку, потому что действительно ты вот как бы тоже в таком режиме ожидания, да, что сейчас тебе скажут, что вообще стал. То есть нормально то, что вот просто на данный момент вот пытаюсь, как сказать, просто вот с преданными именно вот эти вещи отрабатывать, да, чтобы, может быть, потом, как сказать, уже можно было вот это в общество вносить, имеется в виду, в обычное, да. То есть, как бы, Да. Вопрос понятен, каким образом. Да, вы можете отключить микрофон еще таки, чтобы. Ага. простите. Да. Вопрос понятен, да, каким образом можно воплотить вот эту заботу, особенно вот в кругу близких, родных и так далее, да, и вы предложили как бы тренироваться на преданных, как бы, да, у меня сразу вспомнился вот этот приключение Шурика, помните, когда он тренировался на своих коллегах, он сказал, я тренируюсь, он говорит, иди тренируйся на кошках, да, иди тренируйся на кошках. Вот. А преданные могут сказать, что, слушай, такая забота, да, иди тренируйся на близких, родных и так далее. Нет, вы правы, на самом деле, я шучу, можно отрабатывать это на преданных, потому что преданные, конечно, нуждаются в заботе, а это 100%. То есть, если мы начнем выстраивать это в кругу преданных, это очень важно, да, это уже варнашрама какая-то будет строиться, такая локальная. Но при этом нельзя пренебрегать, то есть нельзя сказать, что вот о преданных я забочусь, а о близких нет. Близкие – это наша гуна-карма. Близкие – это то, что дано нам как учителя. Близкие – это то, что дано нам как подарок судьбы, без всяких кавычек. Да? То есть именно как подарок Кришны. Это тот крест, который больше всего для нас подходит. Пренебрегая заботой о домашних, мы, конечно же, далеко, так сказать, у нас не будет, как это сказать, не будет успеха на поприще заботы о преданных. Потому что о преданных заботиться хорошо, знаете как, ну вот. Хотя даже иногда о преданных у нас не получается заботиться. У нас, как правило, все, знаете, такая гуру-бхава. К нам преданный подходит, что-то говорит, слушай, что-то я не знаю, что-то меня майя накрывает. Надо раньше вставать, Прабху, вы что, вставайте раньше. Вы не сколько, когда последний раз были на программе? Саду Санга, вы должны быть на программе. Вот такая забота иногда у нас бывает. Да? Мы гуру-бхава. Мы начинаем как бы учить, когда нас не просят. Когда иногда нам нужно просто эпатично выслушать. Да? Эпатично это значит с неким, с пониманием того, что мы хотя бы делаем вид, что мы слушаем. Иногда можно вот это все, просто достаточно будет этой заботы. Хотя вот в Киевской ятре там очень подробно разработано вот это 5 аспектов заботы о преданных, да, это есть такая даже брошюра Бхагавата Севая, да, служение бхактам. Служение бхактам это или Вайшнава Сева, да, это вот ключевая вещь, потому что именно из Вайшнава Сева рождается Нама Руча, из Нама Руча рождается Джива Доя. Вот, но пренебрегать заботой о преданных, о домашних мы не можем, как бы ни хотелось, это сложно. Почему? Потому что это гуна-карма, мы связаны ужасным образом. Семейная карма, как говорит Олег Геннадьевич Тарсунов, наш Ударидхама, он говорит, это самая сложная карма. Вот эта семейная карма, ее вот невозможно разрезать. Здесь главное понять свое положение. Если мы сын,
то мы должны действовать как сын. Если мы отец, мы должны действовать как отец. Если мы муж, мы должны действовать как муж. Если мы сын, но ведем себя как отец или как учитель, а родители не примут от нас это. Они не примут. Они примут заботу, физическую заботу. Они примут от нас любовь, эмоциональную поддержку, какие-то теплые слова. Вот это они примут от нас, если мы будем вести себя как сын. Если мы как муж, мы не должны вести себя как сын, как отец. Ну, как отец еще иногда можно. Иногда как отец можно, потому что у женщины есть такая роль дочь. Да? Как отец может иногда вести муж. Хотя в современных браках это будет восприниматься очень, знаете, так, что ты кто такой вообще? Ты что, мне папа, что ли, да? Или наоборот, говорит, ты как мой папа, будут вот так говорить, да? Ты как мой папа, да? Поэтому у нас нет такого, да? Муж должен вести себя как муж, прежде всего. Вот. И, соответственно, в соответствующей роли. И прежде всего, да, то есть мы-то сразу нас переключают на прочар. Мы начинаем заботиться именно таким образом. Мы-то видим причины, правильно? Мы видим причины. В чем причина? Причина, потому что ты ешь мясо до сих пор, поздно встаешь, потому что ты моешься один раз в месяц. Причины в этом. Да? И мы начинаем сразу говорить эти причины. Мясоед проклятый или еще что-то. Нет, начинается все не с прочара, начинается все с ачара, с собственного поведения. Если наше поведение будет соответствовать представлениям нашего отца, нашего сына о том, каким оно должно быть, это уже будет первый шаг. Это отношения. Нужно думать об отношениях. Отношения выше истины. Отношения выше истины. Вы должны понять эту простую вещь. Абсолютная истина и отношения, они сливаются в одно. Это уже самбандха гьяна. Это абсолютно истинное отношение, это одно и то же. Но на относительном уровне есть абсолютная истина и есть отношения, временные отношения. И вот временные отношения, поскольку это продолжение вечных отношений, или как раз на этих отношениях мы тренируемся общаться с преданными и с Кришной в результате. Именно на этих отношениях, с близкими, родными мы тренируемся. Потому что с преданными очень хорошо, мы попадаем в зону комфорта, и нам кажется, мы уже чистые преданные. Нет, дома вам расскажут, какой вы чистый преданный. Дома вам расскажут всю правду о вас, понимаете? Все ваши анархи, они там видны, как, знаете, как это говорит, не ищите во мне недостатков, их видно вооруженным глазом. Вот жена, муж, ребенок, отец, они видят, кто мы такие. И поэтому возникает вот этот диссонанс, да, потому что говорит, ты с преданными ведешь себя так, а дома так. Понимаешь? И из-за этого рождается неверие, страдает вера даже иногда. Поэтому по максимуму мы, конечно же, должны вести себя точно так же дома, как и с преданными. Представить, что это преданные, даже если они не преданные. Представить, что это преданные. Для Кришны не существует времени, поймите правильно. Преданные, родители и дети преданных, они уже преданные. Может быть, они еще не преданные, но они уже преданные. Понимаете? Поэтому для Кришны не существует времени. Он смотрит на них как на преданных. Один неофит, он может освободить 10 поколений в одну и в другую сторону. Или 7 по разным оценкам. Да? Это означает, что их время только отделяет от преданных. На них нужно смотреть как на преданных. Непонятно, кто еще чище, понимаете? Не смотрите, кто раньше пришел, кто позже пришел. Наши близкие – это подарок судьбы. Это наш крест, в хорошем смысле этого слова. Поэтому мы должны о них заботиться. Заботиться, применяя разум, молясь духовному учителю, советуясь со старшими, получая наставления духовного учителя и так далее. Как это сделать лучшим образом, чтобы они стали сознающими Кришну. А отношения прежде всего. Иногда, знаете, выходят споры очень такие интересные. Одни говорят, я, силой своей шакти, я заставил отца бросить есть мясо, и он через это стал преданным. Классно, если при этом вы этот принцип не универсальный. Нужно исходить, не действовать так, как действуют другие, а действовать из того, чтобы сохранить отношения. Если кто-то скажет, ешь мясо, или я перестану считать тебя отцом, и это не сработает, он скажет, и все, ты мне не дочь, то в чем это не сработало, знаете, у кого-то это сработает, у кого-то есть харизма, шакти, и этот человек может оценить степень своих отношений, он может надавить, может сказать, может приказать в конце концов, и это сработает, да? Человек станет преданным, но может и не сработать, поэтому критерий отношения. Нельзя ни в коем случае нарушать отношения, поэтому в этом критерий. Вот, собственно говоря, все. Нельзя забывать про близких. Близкие, вот на них как раз мы можем тренироваться тоже, в том числе. Но преданные это тоже хорошо. Просто там комфортно и,
Никто не скажет, что, слушай, иди отсюда со своими наставлениями. Вот. А если скажут, то, ну, может быть, так тактично очень. Поэтому это тоже хорошо. И о тех нужно заботиться, и об этих. Еще? Да, Хари Кришна. Можно маленький вопрос? Да, Денис, давайте. Харе Кришна. Хари Кришна. Вот я хотел спросить, если человек становится преданным, его дети переходят из категории неправильных детей, ну вот этих вот нежелательных, в категорию правильных, или надо отдельные какие-то действия в связи с этим сделать? Вопрос В том, что если мы становимся преданными и уже зачинаем детей, то они автоматически как бы переходят в категорию, ну, из варна санкары переходят в категорию желанных детей. В этом вопрос. Нет, если дети появились до того, как человек стал преданным. отлично. Да, понял вас. Понял. Хороший вопрос. То есть, к примеру, ребенок, ну, случайно, как бы, да, вот случайно вот он как бы вот был зачат, и это может считаться варна санкарой, или в русском языке такое есть нехорошее слово ублюдок, но вот таким словом обидным называют вполне нормальное явление уже сейчас, да, то есть ребенок зачатый во грехе или вне семьи, или еще чего хуже, вот, без отца. Вот, поэтому переходит ли ребенок в разряд уже, ну, как бы вот преданных, да, когда человек становится преданным? Да, абсолютно точно. В случае, если отец, да, в данном случае родители, они смогут дать, вот то, о чем мы говорили как раз, дать сознание Кришны ребенку. Потому что, как мы говорили, что мы все зачаты во грехе. Ну, может быть, не все, конечно, но, по крайней мере, большинство из нас, кто сейчас преданные, все зачаты во грехе. Но смотрите, мы же стали преданными, несмотря на то, что даже наши родители не стали преданными. Поэтому этот процесс бхакти, как мы говорили вчера, не зависит ни от каких условий. Ни как были зачаты, ни с кем были зачаты и так далее. Много беспризорников становятся преданными. Множество тех, кто стоял на пути криминальным, становятся преданными. Да? Даже, например, Оптина Пустыни, мы знаем, что Опта, он был бандитом, Вальмики, он был убийцей, тот, который написал Рамаяну и так далее. Эта трансформация не зависит ни от чего, не зависит ни от чего. Поэтому мы должны, даже несмотря на то, что мы сами стали варна санкарой и дети стали варна санкарой, мы должны изменить эту ситуацию, мы должны провести эту глобальную трансформацию. В противном случае Шрила Прабхупада говорит, что когда нежелательное потомство варна санкара достигает огромных масштабов, происходит то, что происходит сейчас. Либо войны, либо эпидемии. Шрила Прабхупада это говорит. Он цитирует шастры. Шастры говорит, либо войны, либо эпидемии. Войны сейчас сдерживаются. Вот этим огромным потенциалом ядерным войны локальные происходят, конечно же, безусловно. Но глобальная война, Третья мировая война, она сдерживается. До поры до времени сдерживается. Мы не знаем, как пойдет дальше. Но сейчас вот эта эпидемия, которая выкашивает варна санкару, она, говорится, что Земля должна освободиться от бремени, вот когда уже тяжело. Население планеты Земли с начала 20 века увеличилось почти в 6 раз, в 6 с лишним раз. Конец 19 века это миллиард всего лишь был, понимаете, миллиард. Вот. И варна санкара просто это огромное бремя. Если это пришли люди, которые варна санкара, а других, в общем-то, в Кали-югу нет, то Земля будет сбрасывать это бремя через эпидемии, через все что угодно. Поэтому преданные — это единственная категория живых существ, которая может изменить ситуацию вопреки планам природы, вопреки законам Бога даже, понимаете? Потому что милость Бога, она опирается на милость преданных, никоим образом другим. То есть нет милости преданных, не будет милости Бога. Это очень важно. Поэтому да, меняется, конечно же. Может быть, еще что-то? Или как бы тема исчерпана? Или еще какие-то вопросы? Как это? Нет вопросов раз, нет вопросов. Можно я тогда спрошу? Да. О защите, да? Это понятно, когда, вся цепочка существует: отец, муж, сын, да? Незамужним,
у которых уже и отца нет. Да, сын-то есть, но еще не настолько, чтобы стать защитником. Что делать? Как быть? Да, хороший вопрос. Хороший вопрос. Это Вопрос, который, собственно говоря, мы как преданные, кроме преданных, никто не решит этот вопрос. Есть два варианта, значит, что делать в этой ситуации. Первое, это, конечно, общество преданных. Оно должно стать вот этой семьей, которая защищает женщину. Это прежде всего. Раз. В этом обществе преданных сейчас, вот, например, мы тоже видим, что создаются разные социальные службы социальной поддержки, там брачные комитеты, семейные комитеты, которые должны позаботиться о матаджи, который еще в возрасте, ну, скажем, таком, который предполагает брак и так далее. А тех матаджи, которые уже, ну, скажем так, не брачного возраста, да, уже живут отреченной жизнью, конечно же, о них также должны позаботиться общество вайшнавов, общество преданных, потому что в государстве нет такой защиты, ну нет просто такой защиты. Вот. Это не то, что социальная поддержка по утере кормильца будет вам 7 или там, 8 или 10, неважно сколько тысяч присылать, это не защита. Общество преданных это прежде всего, и мы должны это сами осознать. Но и второе, что касается вот как конкретного частного случая, если вы, допустим, про себя говорите, то Я о себе, конечно. ваш сын должен стать преданным. Он должен стать преданным. Вы должны сделать его преданным. Я не знаю как, вы должны молиться Кришне, вы должны молиться преданным, вы должны молиться, я не знаю, кому хотите, молитесь. И сами станьте для него примером, станьте вот тем примером, на который захотелось бы ему равняться. Он уже, по сути дела, преданный, я так чувствую, если у вас даже коты повторяют святое имя там, вот. Но, тем не менее, нужно попытаться помочь ему стать преданным, и тогда он станет вашей защитой. То есть он по-любому должен уже сейчас вас защищать, и я уверен, что защищает. Уверен, может быть, не в полной мере, молодой, и, там, так сказать, думать надо о себе еще, так сказать. Но вот это осознание к нему придет. Он прочтет это в книгах Прабхупады, он услышит это в лекциях духовных учителей. К нему придет это осознание. 100%. Не может быть сын не преданный у мамы, которая преданная. Нет, он уже преданный. Время лишь отделяет. Поэтому здесь просто чуть-чуть подождать. И вот эти два, то есть общество преданных и, конечно же, сын. То есть здесь вот уже Ну и дай Бог, если, так сказать, какой-то рыцарь прискачет на белом коне, мы все помолимся за это. Если это еще актуально, да, то, так сказать, у нас есть прабху, которые в обществе, в движении достойны таких преданных, как вы. Мы бы очень рекомендовали. И сейчас нашу трансляцию смотрят, в общем-то, многие. Пожалуйста, все через семейный комитет. Все через семейный комитет. Благодарю. Да, спасибо за вопрос. Еще какие-то вопросы? А время, если есть, я могу еще один задать вопрос. Да, мы можем пока беседовать. Конечно, мы учтем, что преданные в основном еще не завтракали, большинство из них, поэтому мы не будем этим злоупотреблять. Но поскольку было указано, что до 9:30 лекция, то, в общем-то, у нас еще какое-то время есть. Те, кто уже есть какие-то домашние дела, обязанности и так далее, вы, пожалуйста, можете потихонечку уходить в Skype, запись ведется, и вы сможете потом посмотреть в записи, если что. Вот, так что задавайте, Денис, вопрос. Да, у меня такой довольно еще насущный вопрос. Например, вот у меня жена, она ортодокс, ортодоксальная православная. Но вот я, допустим, сейчас начал этим заниматься, включаться в это, общаться с ней на эту тему. У нее есть некоторое сопротивление, что, не впадаю ли я там куда-то там непонятно куда. И вот на будущее, да, я просто не знаю, как бы мне все это утрясти с ней, потому что и воспитание детей, я думаю, у нас совпадения будут. То есть я имею в виду физические, воспитание и там те же христианские, я думаю, там совпадение-то мы найдем. Но, то есть мой вопрос заключается в том, что, то есть если, допустим, жена устраивает там какие-то противодействия, то как здесь найти общий язык, только молиться или как тут быть? Это распространенная ситуация, когда разные,
скажем так, члены семьи принадлежат к разным традициям религиозным. Вот. И это распространенная ситуация в ИСККОН в том числе. Почему? Потому что мы родились как бы в культуре православия. Да? И одно дело, если это православный как бы по крещению или там, по рождению культурный, это одно дело. Но если человек воцерковлен, то, конечно же, есть некоторое такое непонимание, неправильное понимание, да, нашего движения, и там примешивается много вещей, я не буду сейчас об этом говорить, суть не в этом, суть в том, что есть пропаганда, чистая пропаганда, да. Вот, поэтому здесь лучшим критерием того, что общество сознания Кришны не культ, что это культура не подвластная времени, сможете стать сами вы, вот именно привнося вот эту культуру, вот эти ценности в семью. Кто-то может быть против религии, факт. Но кто может быть против любви, скажите? Кто может быть против любви? Никто. Бхакти — это любовь. Никто не может быть против бхакти. Против религии хорошо, философские какие-то различия есть, там 2 перстами, 3 перстами, неважно. Но кто будет протестовать против любви? Если вы задарите вашу супругу любовью полностью, если она увидит, что это не деструктивно, если она увидит, что это позитивно, что вы становитесь лучше, она примет это, причем сохранив свою верность своей традиции даже. Если она воцерковлена уже, если не воцерковлена, она станет преданной. Неважно, преданный и там должен быть преданным. Нужно обсуждать те вещи, которые надконфессиональны. Неплохо знать нашу традицию, в которой мы родились тоже, потому что Иисус Христос на одной Нагорной проповеди можно так проповедовать науку бхакти. Просто «Да светится имя Твое». А что за имя? Да, то есть ни в коем случае не нужно вступать в споры философские, не нужно вступать в еще что-то. Нужно просто жить и любить друг друга. Любовь, как говорил мой духовный учитель, это соревнование в бескорыстии. И если вам в семье удастся это выстроить, да, подняться над религиозными, потому что религия одна на самом деле, санатана дхарма. Все религии призывают полюбить Бога, все религии призывают полюбить ближнего, все религии призывают к тому, чтобы вернуться назад домой к Богу. Все, хватит материального существования. Против эгоизма, мы против эгоцентрической системы координат, мы хотим поставить Бога в центр. Вот на чем нужно сосредоточиться, на тех вещах, которые едины для всех религий. Все остальные различия будут, разделяя и властвуя, это кали, разделяя и властвуя. Нужно объяснить, что сатана, он разделяет и властвует. Найти нужно общее, на этой основе. Но для этого нужно стать примером для нее. Примером любящего мужа, любящего отца. Ни в коем случае не фанатика. Здесь очень серьезно. И немногим из нас повезло. Да, я, например, столько дров наломал. Я выбрасывал там мамины окорочка просто с 5-го этажа. Я детей будил, там ни свет ни заря. Знаете, они засыпали у меня за джапой. Я много чего делал не так, потому что в свое время не было наставника, не было старшего, который бы рассказал, как действовать правильно. Да? Вот. Но поэтому здесь нужно этот путь сладок, этот путь нектарный, но вот эти нужно учитывать, вот эти вещи обязательно. Обязательно учитывать беспокойство жены. Если жена будет в беспокойстве, никакой практики не будет духовной. Поэтому первая ваша задача сделать так, чтобы жена не беспокоилась. Она перестанет беспокоиться, когда увидит, что вы стали лучше, что вы стали добрее, что вы стали более заботливым, что вы стали более любящим сыном, отцом, мужем и так далее, гражданином, неважно. Только так действовать. И под руководством старших. Спасибо. Я все понял. Благодарю. А вот скажите, пожалуйста, вот я где-то... Можно задать еще один вопрос? Да, конечно. Где-то я читала, что мать должна ребенку дать духовность, а отец, знания о жизни, какие-то материальные знания там. Вот. Насколько это верно? Для Кали-юги это и то, и другое вообще будет замечательно, если хотя бы таким образом будет происходить. Вот. Мать, она должна дать заботу и любовь ребенку. Там нужно уже разбираться более подробно, это тема отдельного, можно сказать, семинара, да, потому что зависит еще от пола ребенка. Да, поэтому мать, она может дать духовность ребенку, если это дочь. Вот. Отцу сложнее, почему? Потому что он сентиментален. С дочерью он очень нежен, он очень такой
любвеобильный, он просто вот... Поэтому сложно. Точно так же, как и матери сложно дать духовность сыну. Да, потому что она, ну да, хорошо, ну ладно. То есть у нее сердце как бы другой принцип. Поэтому однополое воспитание идет. И вот в этот процесс воспитания как раз интегрируется духовное знание. И поскольку вот если это мальчик, то папа должен заниматься воспитанием мальчика. Вот. Не мама, папа должен воспитать. И он должен строить это воспитание на надрелигиозных принципах, да, то есть на принципах санатана дхармы, на духовных принципах именно вот с точки зрения вечного служения Богу. И то же самое делает мама, но по отношению к дочери. Наоборот, очень сложно будет. Сложно. Это такой общий ответ, если. Спасибо. Еще у нас есть несколько минут. Если как бы осталось желание что-то задать, какие-то вопросы, задавайте. Вот. Можем обсудить эту тему. А что делать, если дочь уже взрослая, и, когда она росла, тогда вообще никакой духовности особо не было. В плане, мы были все неверующие. Вот. А сейчас она, например, мое, вот то, что я сейчас в сознании Кришны, она это не принимает. Зато мы вас очень даже принимаем. Ага, Спасибо. Мы с вами. да. Смотрите, я очень хорошо, и это не только ваш вопрос, это вопрос многих женщин, матушек, у которых такая ситуация с детьми. У нас есть такой женский клуб, я вам порекомендую, может быть, пообщаться с преданными женского клуба, да, Раменского, да, есть целая группа ВКонтакте «Свет женственности». Вот, Наталья Чухнина руководит, ведет эту группу, у нее тоже взрослая дочь, и вот можно поделиться опытом в рамках этого клуба. Я лишь скажу, опять же, общий совет могу дать. Он, собственно говоря, равен тому совету, который я только что дал. Вот все, что есть, то есть в том качестве, в котором она может вас принять, вот в этом качестве просто отдайте ей всю свою любовь и все, свое внимание, заботу, всю свою любовь, в том качестве. Потому что если вы идете с ней в театр, и она приглашает вас в театр, и она хочет сходить с матерью, а не с преданной, то, пожалуйста, отложите свои четкие, отложите наставление, что это мирской какой-то, знаете, Кришна повсюду. Шрила Прабхупада, он смотрел Чарли Чаплина, смеялся. В Лувре поднимал голову, смотрел на вот этих обнаженных женщин и говорил, каков велик Кришна, я талант в человеке. И учил таким образом брамачари. Поэтому Кришна везде. И если она вас принимает как мать, вы можете как мать дарить ей любовь. Именно как мать действовать с ней. Без всяких поучений, без всяких наставлений. Потому что сейчас это уже дружба. Если ей больше 15 лет, уже только дружба. А я так допускаю, что ей уже больше 15 лет. Это только дружба. Дружите с ней, дружите, вот этот обмен, никоим образом не упрекайте ее ни в чем. У нее своя жизнь, она взрослая. Не настаивайте ни на чем. Просто делайте, что от вас зависит, чтобы дать ей именно любовь. Может быть, это просто выслушать. Но рано или поздно она начнет задавать вам вопросы. Рано или поздно, когда она увидит, что вы относитесь к ней как к личности, она начнет задавать вопросы. У меня был опыт такой, еще когда дети мои были маленькие, и каждый раз, когда они садились играть в компьютер, я проходил и был для них таким, знаете, живым упреком. Просто я подходил, смотрел, что они делают, и они понимали, что папа очень недоволен. Но однажды я просто подумал, а чем они занимаются, правда? Я же глубоко не вникаю в это. Вообще, что для них интересно? Почему они там зависли? Что за игра это? И я пришел к ним и стал спрашивать, что вы делаете? Они с некоторой опаской начали сейчас что-то какие-то подколы пойдут, наверное, сейчас опять нравоучения какие-то пойдут, но они так рассказали, что, чего. И я попытался вникнуть. Они играли в игру, и играли, знаете, так с точки зрения стратегии безалаберно. Они просто, убивали людей, там нужно было захватывать какой-то замок и так далее. Они просто убивали людей и не могли выиграть эту игру. И я им сказал, а почему вы не используете дальнобитные орудия? Да? Просто используйте дальнобитные орудия, разбейте стены, а потом пустите людей. И они так и сделали.
И первый раз они выиграли. Они выиграли, и они просто были в восторге. И я был в каком-то таком, знаете, понимании, что вот здорово. Нам удалось установить эту связь. И потом, знаете, что я услышал? Кришна, как бы подсказал мне, что это правильно, что это правильный поступок. Они продолжали играть, я уже более спокойно как бы ходил, тоже размышлял, и вдруг я слышу, что у них какая-то сложность возникла. Они говорят, младший говорит, давай папку позовем, давай папку позовем, давай папку позовем, шепотом. Понимаете? И однажды она подумает, ей кто-то подскажет, позови мамку, мамку позови, мамку позови. Все будет замечательно. Спасибо, конечно, это ко мне, наверное, уже неприменимо, ей уже достаточно, она взрослая, 36 лет, поэтому Применимо, она меня как мать вообще не принимает, а отец давно умер. Ну ладно, Вам нужно стать такой, чтобы... Поставьте такую цель, пожалуйста. Однажды Манмахан мне сказал такой совет. Ты должен стать таким, чтобы они приняли тебя. И вот такой же совет Саду я вам передаю. Вы должны заново стать для нее матерью. Заново стать. Это может быть нелегко, но вам нужно будет обязательно стать матерью для нее. Это важно. Вы не ставьте крест на ваших отношениях, поверьте мне. Она сама, наверное, уже мама. Она уже более снисходительно может относиться к тому, что, к каким-то темам. Она не замужем. Тогда у нее будет возможность еще оценить. Она оценит то, что вы делали для нее, когда станет матерью, но сейчас не ставьте как бы крест на ваших отношениях. Спасибо. Харе Кришна. Но у нас есть еще 4 минуты, если есть последний вопрос, и мы продолжим. Сегодня небольшой анонс, да, сегодня еще раз Акшая Трития, я вам скажу, что сегодня Акшая Трития. Сегодня любые начинания, кстати, Маджи Людмила, и вот Денис, и все остальные, сегодня любые начинания могут привести к положительному успеху. Вот поставьте эту цель сегодня именно, стать снова нашими, близкими для наших детей, стать теми, кем они хотели бы нас видеть. Вот сегодня мы можем поставить такую цель, будет здорово, замечательно. Чтобы наши дети стали преданными. Будем молиться сегодня Кришне об этом. Вот. И в 3 часа будет лекция замечательного вайшнава Джива Госвами Прабу, великого пандита, шастри, замечательного человека, который просто вообще, удивительный. Приходите. А с 2 часов мы будем вести трансляцию, такую локальную, здесь будет семья Маджи Ювати Гауранги, они будут вести киртан. Вчера удивительным образом произошло так, что ее трансляция набрала буквально за полчаса 1700 просмотров. Это Кришна вдохновляет нас так на то, чтобы продолжить это служение обществу. Святое имя. Философия Бхагаватам может кому-то быть понятна, кому-то непонятна. Лекции по Бхагавад-гите, мои лекции вечерние, посещают немного людей. Вот. Преданные вообще не приходят. Но я надеюсь, что они просто смотрят в трансляции. Но тем не менее, мы делаем это для широкого круга людей, но не все, там небольшое количество просмотров. Но святое имя могут принять многие. Один написал, там явно не преданный, написал: я всегда кайфовал от физгармонии. Знаете, вот так вот один в комментариях написал человек, некий какой-то, кто-то Люберецкий, не похож на преданного, да, но он говорит, я всегда кайфовал от физгармонии. И сегодня в 2 часа, с 2 до 3 будет киртан, семья Мурари Гопал Ювати Гауранги будут давать киртан, мы будем вести трансляцию также, а после этого будет лекция, так что приходите, пожалуйста. Вот. Желаю всем сегодня провести время очень хорошим образом. Желаю, чтобы сегодня все, так сказать, вот на этом тонком плане... вот есть еще вопросы, Канта Нарисимха Лакшми, да? Нет, не вопрос, я еще хотела тоже дополнить немножко по поводу Акшай Трити, что в этот день очень благоприятно совершать пожертвования. Вот, и так как я отношусь... Особенно браманам, особенно браманам, да. О том, о чем мы говорили. Да, и многим... Браманов можно кормить сегодня, не только сегодня. И вот в Майпуре есть такая программа, сейчас называется «Пища жизни», где преданные разносят просад жителям и также распространяют книги Бхагавад-гиты. Вот. И также можно
Сейчас вы знаете, что храм ведического планетария тоже вот в связи с коронавирусом, с этим, заморозили пока стройку, они, ну, то есть там не движется все в такой скоростью, как раньше. Вот, тоже можно поддерживать, это очень благоприятные вещи, куда можно вложить, потому что это, как мы вкладываем в вечность. Да, это книги Шрилы Прабхупады, и просадом, когда мы кормим, и в храмы. И этот храм, мы знаем, что он будет великим для многих, кто его увидит. Это будет, он войдет в историю. Поэтому, если кто-то захочет куда-либо, я сейчас пока не буду из трансляции выходить, напишите мне тогда сообщение личное, вот, я скажу, как это можно сделать, если у вас нет данных. Экандр Сиклашми, а у вас нет случайно где-то вот под боком этого сертификата? Я помню, что именно в день Акшая Тритьи мы, вот Раменская ятра очень сильно, Ну, сейчас я посмотрю. Да, Раменская ятра, это, по-моему, был 14 или 15 или, может быть, 16 год. Она очень серьезно приняла такое участие в марафоне, собрала большие средства на золотую плитку Нарисимхадевой, на золотую плитку, по-моему, Панчататвы или Горнитай, но я точно не помню, на какую-то плитку точно, 2 плитки было. И на одной плитке будет написано, и она будет на алтаре, встроена в алтарь, это золотая плитка, будет написано город Раменская, то есть это на благо всех жителей города Раменского будет сделано, было сделано. В этом самом, на второй плитке будет написано, по-моему, Общество сознания Кришны Раменское или Раменская ятра, ну что-то в этом смысле. Да, есть сертификат. Ну, нет, я его куда-то припрятала так, чтобы он там не испачкался и не потерялся. Вот я его спрятала. Возможно, он в храме уже даже у нас. Поэтому у нас было, да, 2 сертификата, мы выкупали и с преданными. И можно привлекать туда своих родственников, даже если они в этот день какой-то, это не важно, можно пожертвовать хотя бы 1 рубль даже, это будет большое вложение все равно. Потому что мы каждый день тратим куда-то деньги, мы что-то покупаем, и от того, что мы покупаем, не всегда бывает польза, а это будет польза 100%. Вот, так что, пожалуйста, можете уговорить или рассказать преданным или непреданным и своим родственникам, что в этот день очень благоприятно пожертвовать на распространение или книг, или пищи жизни, или храм ведического планетария. Вот. В общем, чистый звук. Сейчас в чате напишу мой телефон, на всякий случай, вот у кого нету со мной контактов, вот можно, если что, пишите мне в WhatsApp или позвоните. Сегодня надо вкладываться в чистый звук, в чистую пищу и в чистую любовь. Акшая Тритья. И сегодня, по-моему, еще Красная Горка, кстати говоря. Денис, не забудьте поздравить вашу супругу с этим праздником. Акшая Тритья, Красная Горка. Так что все едино, видите? Ну, едино в том смысле, что единство в разнообразии. Этот принцип нужно нам сохранять. Вот. Так что вот этот храм, безусловно, храм, он станет... Он очень мощный толчок даст развитию сознания Кришны по всему миру. Очень мощный толчок. Несколько миллионов человек ежемесячно будут посещать этот храм. Это первый храм, в котором устройство системы Вселенной будет, ну не в натуральную величину, конечно, но с поразительной точностью будет выстроено. И наконец-таки сами преданные разберутся в 5-й песне Шримад Бхагаватам, увидят воочию, как все это устроено, где мы живем. Да, еще да, Кишор Прабhu, вы подняли руку. Мадхапа, да? Кришна. Как идея в плане пожертвования на храм ведического планетария, там можно дарить вот эти сертификаты. Их же несколько видов, то есть от кирпича до, соответственно, вот этой вот золотых плит. Можно дарить в качестве подарка на день рождения. То есть это на самом деле такая вот интересная штука. То есть на свадьбу, на день рождения, написать имя человека, там, подарить этот сертификат. То есть это вот как такой момент. И там, по-моему, эти сертификаты начинаются чуть ли не от 100 рупий, по-моему, да? Если я точно, я не помню, но по-моему... Я не помню. Там
можно узнать, там есть адрес почты, вот у Кантон Лакшман, у нее есть вот эти вот контактные списочки, и там есть адрес почты, который можно узнать, ну, от какой суммы. То там такие, то есть достаточно бюджетные варианты есть. Не обязательно должна быть огромная. Хорошо. В общем, все, кто сейчас какие-то вопросы захочет задать, может либо остаться сейчас в чате и вот с Икандой Симхалакшми переговорить, либо ей лично звоните, она сейчас в чате выложит телефоны. Вот. Но факт остается в том, что сегодня мы должны еще сильнее погрузиться в сознание Кришны и начать делать какие-то начинания. Давайте тоже объявим тогда, что ли, о каком-то начинании. Вернее, давайте я объявлю, потому что сейчас есть идея использовать это время, пока все сидят онлайн, создав Рама ТВ. Мы знаете, Рама пища жизни, а вот мы хотим сейчас организовать Рама ТВ. Каким-то образом я пытаюсь сейчас исследовать эту тему технически, может быть, иногда уже, особенно на вечерних лекциях Бхагавад-гите, вы видите мои эксперименты, да, когда разные камеры переключаются или титры появляются, вот, или заставочки какие-то. Но вот сейчас мы идем к этому, и одна из передач ключевых, я прошу вас благословить, да, всех вайшнавов благословить, которая будет на 100% проповеднической, она будет носить название, это будет ток-шоу интервью. Она будет носить название «Мир без короны». Мир без короны как бы в двух смыслах, да, мир без короны. И туда мы будем приглашать великих ачарьев, конечно же, наших, и, может быть, представителей других конфессий, других традиций, чтобы видеть их понимание вот этой глобальной трансформации в этап, в который мы уже вошли. Мир абсолютно точно не станет прежним. Есть разные версии развития этих событий. Кто-то говорит, что все, нас всех чипируют, все будет 5G, мы все уже зачипированы. Мы уже Кришна у нас как чип в сердце каждого. Такой системой никто никогда не сможет продублировать, так сказать, копировать. Нет, потому что Кришна, помимо всех наших действий, он еще знает наши желания, наши мотивы. Но даже если какие-то сильные миры сего, там масоны или еще что-то, зачипируют нас наночипами, да, с этой вакциной, к примеру, да, то что они узнают? Они узнают, как преданные воспевают святые имена Бога. Замечательно просто, пусть знают. Что они узнают о других людях? Узнают, где они бывают, сколько тратят, что делают, еще что-то. Но глядишь, так вот нейросети вот эти, по которым будут отслеживать всех, да, они постепенно станут преданными нейросетями, да, через святой звук. И потом все президенты или кто там, мировое правительство, глядишь и скажешь, слушайте, а в этом что-то есть вообще, да, они хорошо поют вообще, круто едят, пусть нас начнут кормить. Да, и мировое правительство скажет, все, заказ, ИСККОН будет нас кормить. И мы начнем кормить их просадом, а это будет тайное оружие. Они получат этот чип тогда, очень серьезный чип, с чистой пищей они получат серьезный чип. И потом с их уст святые имена будут исходить. И тогда золотой век и начнется. Может быть, в этом, кстати, план Кришны. Сейчас масоны захватят мир, уберут Варну Санкару полностью. Потом, наблюдая за всеми, они скажут, преданные это интересные люди. Смотрите, они уже подготовились к этому, у них есть чистая еда, чистый звук, чистая любовь и так далее. Смотрите, у них уже общины есть сельскохозяйственные, они самодостаточные. Надо получить у них опыт. Пусть нас кормят, как минимум. Пусть нас кормят и нас развлекают своими песнями. Вот тут и все и начнется. Хари Кришна, дорогие вайшнавы. Спасибо вам за вдохновляющие вопросы. Давайте продолжать это. Посещайте, пожалуйста, Бхагаватам. Гавридас Прабху делает очень много усилий для того, чтобы утром были сильные лекторы. Смотрите, у нас каждый день новая интересная личность. Это превращается в целые... То есть мы получаем сейчас то, чего не получали до пандемии. Нитья Бхагавата Сева, это то, что происходит сейчас. Реально, Нитья Бхагавата Сева, каждое утро. Нитья Бхагавата Сева. Вот, важный момент. Так что приходите, присоединяйтесь. И сегодня в 3 часа будем ждать. В 2 киртан, в 3 программа. Как простите, вот на этот же, код или как это называется? В Zoom будет тот же самый, по этому же Zoom приходите. Но трансляция киртана будет вестись в сети на страничке Йога Разума. Вот нужно, вы если еще не вступили в сообщество Йога Разума, Раменское,
Прям наберите «Йога разума Раменская». Поступила. Да, вступайте, и там будет вестись трансляция. Вот, в Zoom мы попробуем ее также ретранслировать уже. Может, еще без заставки Рама ТВ, но как-то попробуем ретранслировать. Так что можете и в Zoom зайти тоже, там, скорее всего, будет Киртан. Всего вам доброго. Спасибо. Хари Кришна. Поклоны.